Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. И всегда будут короли, более или менее жестокие, бароны, более или менее дикие. И всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Таковы люди Дон Румата, и таков наш мир. Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Трудно быть богом. Заявление Стругацких не просто художественная метафора. Оно приглашение к неудобному размышлению о природе власти, подчинения и постоянстве практики, которую человечество называет рабством. Но если признать, что рабство – древнее и устойчивое явление, нужно задать более острый вопрос. Что именно делает его столь живучим и как это знание помогает нам увидеть современные формы порабощения, в частности, те, которые сегодня принято называть отношением человека к животным? Рабство – не аномалия в истории человечества, а стабильный институт, который возникал повторно в разных культурах и эпохах. От древних городов Месопотамии до античных Афин, от римских вилл до трансатлантической работорговли. Везде существовали люди, лишенные свободы и рассматриваемые как собственность. Эти практики поддерживались законами, обычаями и идеологиями, которые делали эксплуатацию нормой. Что важно, рабство никогда не было вне морали своего времени. Наоборот, оно обычно оправдывалось философски, религиозно и юридически. Вспомним Аристотеля, который считал, что некоторым людям природа отвела роль живых инструментов. Это не была просто философская ошибка, да? Это была культурно укорененная позиция, которая подпитывала и легализовала насилие. Именно благодаря такому укоренению люди привыкали к мысли «они иные, поэтому с ними можно так обращаться». Такая логика освобождала от моральной вины, преобразовывала человеческие жизни в экономические единицы и делала бесчеловечность бытовой практикой. Дневники миссионеров и путешественников, таких как Дэвид Ливингстон, содержат жестокие свидетельства отношения к людям как к товару. Описанные сцены – женщины, убитые или оставленные умирать, потому что не могли идти, демонстрируют, что рабская логика лишала людей права на человеческое достоинство и минимальную заботу о жизни. В правовой истории США случай Дреда Скотта и решение Верховного суда 1857 года – яркая демонстрация того, как юридическая система закрепляла ненаселенность рабов в правовом поле. Скотт, который оказался на свободной земле, не получил признания гражданства и, по сути, был объявлен вещью. Решение суда – это пример, когда право служит идеологии порабощения, делая эксплуатацию устойчивой и якобы законной. Еще один болезненный эпизод XX века – истории с человеческими зоопарями и выставками дикарей, где африканцев и жителей колоний демонстрировали публике как экзотический материал. Образы Отто Бенги и подобных ему людей, превращенных в экспонаты, говорят о глубоком моральном провале, о культуре, которая не видит в некоторых людях субъектов прав, а лишь объекты для развлечения и прибыли. Почему люди принимают такое поведение? Здесь работает сочетание нескольких факторов. Идеология и риторика. Идеи о природной низости или неполноценности определенной группы дают рационализацию эксплуатации. Они превращают несправедливость в естественный порядок. Экономический интерес.
Рабство и порабощение выгодны тем, кто владеет собственностью и властью, дешевая рабочая сила, контроль над природными ресурсами, культурное доминирование – все это мотивирует сохранять статус-кво. Социальная инерция и конформизм. Люди легко приспосабливаются к нормам окружения. Когда большинство считает нормой эксплуатацию, сопротивление становится дороже, как в социальном, так и в личном плане. Отчуждение и деперсонализация. Нормативное представление «они не такие» и есть не такие, как мы, снижает эмпатию и облегчает применение насилия. Деперсонализация – это ключ к превращению человека в вещь. Психологическое оправдание, человеческая мораль часто гибка. Люди находят оправдание своим действиям, иногда уменьшая значимость вреда, который причиняют. Все эти механизмы работали в истории рабства и работают сейчас. И в этом состоит их трагическая эффективность. Они повторяются в разных формах, пока общество не предпринимает решительных этических и институциональных изменений. Важно признать, рабство не ограничилось прошлым. Современные формы эксплуатации, торговля людьми, принудительный труд, долговая зависимость, детский труд продолжают существовать по всему миру. Они часто маскируются под легальные схемы и обеспечиваются глобальными экономическими цепочками. Современное рабство помогает понять, что проблема есть не только в отдельных людях, а в системах, в международной торговле, в структуре спроса и предложения, в институтах, которые допускают незаметную эксплуатацию. Борьба с этим требует не просто личного сострадания, а системных реформ, прозрачности цепочек поставок, эффективного правоприменения, экономических альтернатив уязвимым группам и образования. Здесь мы подходим к ключевой части рассуждения – сравнение рабства людей с отношением людей к животным. На первый взгляд сравнение шокирует. Мы привыкли думать, что человек и животное – категории принципиально разные. Однако, если снимать культурные табу и посмотреть методологически, то параллели становятся очевидны. Сущностная деперсонализация. Как рабы в прошлом считались не людьми, так и животных часто рассматривают как объекты или ресурсы. Эта роль иных освобождает от моральной ответственности. Законы как инструмент. Животные правомочия не имеют, они считаются собственностью. Это юридическое определение дает человеку право владения и эксплуатации, как в классическом рабстве. Экономический интерес. Поголовное сельское хозяйство, меховая промышленность, цирки, лабораторные исследования. Все это богато финансируемые отрасли, которые зависят от способности общества нормализовать причинение вреда животным. Социальная инерция. Системы питания, развлечений, научных практик встроены в повседневную культуру. Люди редко подвергают их моральной ревизии, предпочитая удобство и традицию. Риторика естественности. Часто аргумент звучит так: мы хищники по природе, используем ресурсы, животные не имеют тех же прав. Это похоже на аргументы в поддержку рабства, которые ссылались на естественное и порядок вещей. Капитан Пол Уотсон, основатель Sea Shepherd, предлагает любопытный критерий. Если хотите понять, как бы вы поступили в прошлом, посмотрите, как вы относитесь к животным сегодня. Это не трюк, а проверка на последовательную этику. Если вас не волнуют страдания менее защищенных, то сложно представить, что вы проявите особую моральную храбрость перед лицом устоявшейся системы угнетения. Сравнение рабства людей и статуса животных поднимает эмоционально тяжелые вопросы. Многие справедливо укажут на различия. Люди обладают сознанием, культурами, правом и так далее.
Но аргумент не в том, чтобы приравнять полностью человеческое рабство к положению животных. Цель – выявить те же механизмы морального исключения и показать, как они функционируют по отношению к живым существам, которые не отвечают нашим критериям полноценности. Другой возражающий тезис – животные нужны человеку для пропитания, медицины и науки. Эти аргументы несут прагматическую нагрузку, но они не снимают морального вопроса, какие практики оправданы и какие можно заменить. Каковы границы необходимого и что такое излишняя эксплуатация? Технологический прогресс, растительные альтернативы, искусственное мясо, этичные методы исследований открывает пространство для переосмысления нужд и сокращения вреда. Если признать параллели, нужно действовать на нескольких уровнях. Личное изменение поведения. Каждый выбор потребителя – питание, одежда, развлечения – поддерживает определенные практики. Сокращение потребления продуктов животного происхождения, выбор этичных поставщиков – реальные шаги, которые уменьшают спрос на эксплуатацию. Политическое влияние. Законодательство о защите животных, прозрачности поставок, запрете жестоких методов, инструменты системной трансформации. Активизм и гражданская позиция могут ускорять изменения. Образование и воспитание. Изменение отношения начинается с воспитания эмпатии, критического мышления и понимания истории угнетения, как человеческого, так и невербализованного в отношении животных. Экономические альтернативы, поддержка фермеров и производителей в переходе к более этичным моделям производства нужна, чтобы изменения не обернулись экономическим крахом для уязвимых слоев. Научные и технологические решения. Инвестиции в альтернативы животноводству, развитие методов научных исследований без живых экспериментов помогут снизить зависимость от эксплуатации животных. История учит, что быть на стороне перемен трудно. Люди, которые в прошлом выступали против рабства, часто платили жизнью или свободой. Сегодня защитники прав животных и борцы с современной эксплуатацией тоже сталкиваются с социальной изоляцией и агрессией. Но моральный прогресс возможен, когда достаточное число людей начинают видеть в инаковых не врагов и не ресурсы, а живых существ с интересами и страданиями. Сопротивление нормам требует смелости. Стать человеком, который готов потерять удобство привычки ради справедливости. Это значит не только делать правильный выбор в частной жизни, но и участвовать в общественном дискурсе, продвигать законодательные изменения, поддерживать исследования и технологии, которые уменьшают притеснение. Тезис Стругацких о неистребимости зла провоцирует апатию. Если зло вечное, зачем бороться? Ответ в развлечении масштабов. Зло как феномен может быть неистребимо в глобальном смысле. Всегда будут те, кто угрожает другим. Но это не отменяет значения локальной борьбы. История избавления от рабства в тех или иных формах – последовательность маленьких и больших побед, которые строят новую норму. Понимание того, что механизмы рабства, идеология, экономическая выгода, социальное подражание и деперсонализация продолжают действовать сегодня в отношениях человека и животного, может стать точкой опоры для этического пробуждения. Если мы способны увидеть это, то способны и изменить поведение, институты и культуру. Ответ на вопрос «на чьей вы стороне» требует честности. Если вы готовы выглядеть странно среди друзей и семьи ради одной простой истины, что причинять страдания ради удобства или прибыли неправильно, значит, вы уже начинаете двигаться в сторону освобождения.
И в этом маленьком, но значимом выборе надежда, которую нельзя недооценивать.